Ежемесячно в EVE Online приходят и уходят сотни игроков. И не без причины. EVE Online — это как черная дыра, которая засасывает в себя игроков, ищущих ММО-игрушку на основе космической вселенной. Кто-то, насмотревший сериалов типа «Экспансии», «Мандалорца», «Темной материи», бежит в Google искать онлайн-игры про космос и натыкается на Еву. Кто-то по совету рекламы от знакомых ему геймеров-стримлеров, а кто-то просто приверженец одиночных космических игр, решив перейти на многопользовательский уровень. Тем не менее, существует много причин, почему люди, спустя вот уже 19 лет со дня создания игры, приходят в EVE Online, и не менее причин, от чего люди отсюда уходят. Сегодня я постараюсь рассказать вам о том, какие вещи в EVE Online могут задержать вас надолго, а какие, возможно, наоборот, задуматься, а стоит ли вообще продолжать или начинать играть в EVE Online. EVE Online относится к категории Free-to-Play игр, что означает «скачай и играй бесплатно», но с элементами Pay-to-Play, что означает «плати, чтобы играть». На первый взгляд это кажется парадоксально, ведь игра бесплатна. Но не все так просто. В Еве, как и в многих других ММО, присутствует игровая подписка, которая расширяет возможности вашего аккаунта. С 2020 года стоимость этой подписки была увеличена до 1000 рублей. С точки зрения новичка сумма критична, но не всегда. Видите ли, в игре помимо основной валюты существует и донатная валюта, так называемые плексы, которые в свою очередь можно приобрести за игровую валюту. Стоимость премиум подписки на месяц составляет 500 плексов, и эти же 500 плексов на игровом рынке стоят в районе 1,5 миллиарда иск. Новички, которые только пришли в игру, на самом деле могут не заморачиваться по поводу стоимости омеги и того, каким способом они будут добывать эти самые плексы. За игровые деньги или же за реальные. Дело в том, что первые недели все игровое время новичков уходит на то, чтобы изучить и понять механику игры, познакомиться с кораблями, локациями, мобами и так далее. Необходимость покупки омега-статуса наступает тогда, когда игрок понимает, что он хочет управлять недоступными ему кораблями, многие из которых, кстати, недоступны без подписки. Увеличить скорость изучения этих самых кораблей и необходимых других навыков, или же запустить несколько персонажей на одном компьютере. В общем, это в основном все, что дает подписка. К тому моменту, когда вы достигнете такого уровня, вы какую-то часть сбережений за несколько недель своего исследования уже накопите. И перед вами встанет вопрос: потратить их на то, чтобы купить плексы, в последующем обменяв их на подписку в игре, или потратить их на доступные новичкам корабли или навыки для дальнейших исследований и сражений. Решать только вам. Но от себя скажу, играть в EVE Online без подписки, конечно же, можно. Зависит от того, насколько сильно связывает вам руки игра на базовом статусе. Более опытные игроки уже давно не покупают омега-статус за реальные деньги. Их уровень развития такой, что они способны за несколько часов игры добыть игровой валюты столько, что хватит не только на омега-статус, но и на некоторые крутые корабли. Сама игра очень лояльно относится к новичкам и уже на второй день предложит вам купить омега-статус за 50% от его стоимости. Кстати, такая акция дается только новым игрокам и только на протяжении 7 дней. Дополнительно, если вас пригласил друг по своей уникальной ссылке, вы сможете получить целый миллион свободных навыков, а это не на шутку с точки зрения даже среднего игрока немало. Кстати, пригласительную ссылку вы сможете найти в описании под этим видео. Также разработчики игры на официальном сайте создали целую академию для начинающих пилотов, которые могут ознакомиться с базовыми основами различных направлений геймплея – добытчик, производитель или боец. На нашем канале мы тоже составили курс видеороликов для новичков и регулярно пополняем этот плейлист, расставляя ролики в определенной последовательности, от простого к сложному. Безусловно, EVE Online является одной из самых сложных MMORPG. Играя ранее в какую-нибудь линейку или даже элитку, Ева особенно в начале не покажется вам цветочками. Лишь самые усидчивые и настойчивые смогут вклиниться в эту игровую систему. И это лишь вначале кажется, что игра сложна и непонятна. На самом деле это не так. Мне хватило 2 недель на изучение основ игры и еще около месяца, чтобы понять матчасть. В остальном игра обобщенно не сложна. И если вы думаете, мол, вот сейчас я разберусь, как строить большие корабли, как искать и добывать газ, а потом не захочется стать торговцем и возить караваны товара через просторы галактики, то не забуду ли я то, что знал? Ответ прост. Конечно же забудете. На самом деле, в этой игре игроки даже с опытом в десятилетия не знают всю механику игры. Даже если когда-то знали, то не помнят. Поэтому очень часто игроки выбирают для себя некое основное направление, в котором будут разбираться хорошо, и ряд второстепенных, в которых хорошее познание не всегда требуется.
Тем более, игра предлагает множество чатов помощи и даже на русском, в которых всегда можно узнать ответы на ваши вопросы. И всегда найдется тот, кто хорошо понимает ту или иную ветку игры. Очень часто игроки, которых привлекло в игре производство, совмещают его с торговлей или грузоперевозками, а в PvP, добыче или сканировании мало что понимают, но при этом достаточно успешно оседлали эти направления. Кстати, игроки, которые придут в игру в 2022 году, смогут куда проще освоить механики глобальных обновлений, которые уже ввели в 2021 году и продолжат вводить в 2022. В игре долгое время существовали механики, к которым игроки привыкли. Разумеется, после больших изменений со стороны CCP, например, в добыче, часть игроков с негодованием это приняли. Одна часть опечалена тем, что просто не желает переобучаться, другая же, что не согласна с изменениями, которые касаются больших промышленных кораблей. Но новые игроки же примут эти изменения без проблем с переобучением и без бзиков по части добычи, потому что уже начнут играть с установленным данным обновлением. Они просто не будут знать, что было раньше, и вряд ли станут интересоваться тем, что поменяли, так как это пустая для них трата времени. Ходит мнение, что если игра относительно стара, то и графика у нее не очень, и обновляется она достаточно редко, но на самом деле, возможно, в каких-нибудь других играх это и так, но только не в случае с EVE. Разработкой и продвижением игры занимается исландская компания CCP Games. На протяжении почти 20 лет они вели этот проект и, к моему удивлению, умудрились таки поддерживать планку не только в плане графики, но и в плане дополнения игры. Уже давно разработчики перевели большую часть игры на современный язык программирования Python. Раз в несколько лет игра расширяет языковое покрытие. Сейчас в ней доступны клиенты на 5 языках, включая русский. А в последние несколько лет игра пережила и до сих пор переживает ряд больших изменений в области рынка, добычи и производства, средних, больших и сверхбольших кораблей, графического улучшения и других категорий. Наблюдая за этим, хочется верить в то, что игра действительно пытается, несмотря на свой возраст, конкурировать с современными MMORPG, и у нее это неплохо получается. EVE Online является одной из немногих игр, где игровое окружение и рынок полностью зависят от игроков. Правда, с последним не все так гладко, но это мелочи. Игровой мир действительно обустраивают и делят между собой игроки. Только им решать, в какой локации будет построено большое сооружение, а где малое, где разместить крупный торговый комплекс, а где заселить звездные системы для базирования своего альянса. Но и тут существуют некоторые нюансы. Звездные системы игрового мира разделяются по статусу безопасности. Системы с высоким статусом безопасности, или если выразиться кратко, империя, это зона тотального контроля со стороны системы, то есть NPC. Вы не сможете там вольно разгуливать на капитальных кораблях или же стрелять в кого попало, это системы с определенными правилами. И именно там начинают свой путь все новички. А вот системы с нулевым уровнем безопасности как раз таки являются территориями, где игроки творят, что захотят. Безнаказанно нападают на друг друга, без риска быть убитыми космической полицией, устраивают битвы по несколько тысяч игроков, что нередко перегружает сервера, захватывают территории для проживания, устанавливают налоги и тому подобное. Кстати, многие нововведения и изменения в игре происходят при согласовании с так называемой командой CSM. Эта команда состоит из более опытных игроков EVE Online, и нередко CCP пользуются их мнением в предстоящих патчах. Как я уже говорил ранее, EVE Online привлекает своей многогранностью. Если вам скучны массовые одиночные бои, пожалуйста, занимайтесь строительством. Не нравится строительство, начните изучать скрытые и открытые сигналы. Уходите в грузоперевозки, торговлю, проходите комплексы и события. В отличие от других MMORPG, в EVE Online вы не встретите данжи или события по таймеру. Данжи тут заменяются различного вида комплексами. Это своего рода тайные и открытые базы пиратов, которые также придется поискать. И абы на чем их не пройдешь. Придется подготовить специализированный корабль. Гильдии тут встречаются в виде корпораций. Это по сути одно и то же, вот только функционал и название отличаются. Корпорации объединяются в привычные всем альянсы, а альянсы в коалиции. Кстати, официально систем коалиции в игре не существует, но игроки нашли способ, как обозначить себя, кому они принадлежат. Также в игре отсутствует признак одиночества, в отличие от подавляющего большинства ММО. Сервер тут пустует только во время профилактики, а все потому, что игра базируется под единым сервером для всех стран. Исключение только сервер для восточных народов. Тут нет разделений на локализации. Поэтому что днем, что ночью какой-нибудь друг твоего друга-сосед помажет с борта своего судна.
Из критичных для игры недостатков, на мой взгляд, я бы отметил слабую детализацию. Конечно же, в игре есть детали типа червоточин, звезд, газовых облаков, астероидных и ледяных поясов, но многих вещей по-прежнему нет. Вы не сможете увидеть пульсары, магнитары, кометы и квазары. Лишь иногда внутри некоторых червоточин сможете встретить эффект от пульсара в виде надписи внизу экрана. Но не увидеть, не потрогать и уж тем более не убиться об него вы не сможете. Вы не сгорите на звезде, даже если подлетите к ней вплотную. Да, вы сможете увидеть разного типа звезды, от желтых карликов до голубых гигантов, но все же их эффект, кроме статичной анимации, не встретите. Вы не сможете увидеть разные типы планет, за исключением тех 6, которые уже есть и постоянно повторяются из одной звездной системы в другую, правда, в хаотичном порядке. В одной системе может быть 3 планеты, в другой 10, но они всегда будут выглядеть одинаково. Даже газовая планета всегда будет похожа на Сатурн. Для большинства игроков это мелочи, ведь им хватает того, что уже и так есть. Но для тех, кто пришел исследовать, и уж тем более найти в этом какое-то занятие, путь закрыт. Возможно, скоро, когда разработчики доделают уже наконец свои программы по ребалансу, дирекция задумается о деталях расширения мира. Но в 2022 мы точно этого не увидим. Кстати, в прошлом году я пытался подать заявку на выборы в команду CSM именно с этой идеей по расширению детализации, но, увы, пролетел. Также в 2021 году игра потерпела существенные изменения в системе фарма мобов, или, если говорить на языке Евы, в краббинге. В основе это коснулось звездных систем с нулевым и низким статусом безопасности. Если выразиться просто, то теперь в каждой из таких систем награда за уничтожение пиратских кораблей всегда будет изменяться, а не будет статичной, как ранее. Чем чаще в этой системе уничтожаются пиратские корабли, тем ниже будет награда в исках. Процент выплат во многом зависит не только от того, как часто игроки крабят, но напрямую от того, как часто в этой системе уничтожаются корабли игроков. С недавних пор CCP расширили PvE-контент для капитальных кораблей, добавив возможность устанавливать маяк и убивать все живое, что на него прилетает. Это дает неплохой доход, правда риски быть пойманным и убитым очень высоки. Игроки, которые не играли 2 года и более, смогут заметить существенные изменения в улучшении графики и механики новых модулей. Достаточно спорное решение было принято в отношении модулей, которые блокируют прямое воздействие модулей по глушению варп-двигателя. Ранее вы могли ставить их до тех пор, пока не кончатся слоты, теперь же только один. Знакомая система заточки из других ММО в игре также существует, но в ограниченном формате и называется как мутирование. Мутировать или точить пока что можно только модули и дронов, и то модули далеко не все. Это непривычная всем система заточки до плюс 10 или 20, а рандомное изменение характеристик модуля в лучшую или худшую сторону. А характеристик порой бывает много. Например, в случае с дронами вы можете занизить его урон, но улучшить скорость наводки и передвижения, или же наоборот. Идеалом будет максимальный плюс по всем полоскам. Но получается это далеко не всегда. Да и на рынке такие модули продать нельзя, только контрактом, и то не часто. Для многих новичков привычная система уровней тоже отсутствует. Тут эта система выражена в роли изучения навыков, которых существует огромное число. Хотите хорошо сканировать – изучайте категорию разведданных. Хотите хорошо копать – изучайте промышленные корабли и все, что с ними связано. В сумме на изучение 100% всех навыков уходит много лет. Что он сказал? Да-да, вы не ослышались, много, мать его, лет. Поэтому игроки часто создают отдельного персонажа для определенной цели. Например, для топовой добычи, на что тратят всего 5-6 месяцев на изучение навыков. Но с недавних пор игра предлагает возможности ускорять скорость изучения навыков. Различные бустеры, инъекторы очков навыков и так далее. А богатые буратино могут на самом деле за один день изучить все, что им нужно, будь это покупка инъекторов за реальные деньги или же из игрового магазина, соответственно, за виртуальные деньги. Рассуждать на тему многофункционала игры можно много часов, и мы вряд ли смогли бы раскрыть и половину того, что существует в игре на этом канале. Но безусловно, того, что предлагает Ева, не существует пока что нигде. Ни одна ММО не расширяла свой функционал до таких возможностей. Ни одна ММО не давала настолько открытую свободу действий. Производство, торговля, перевозка грузов, добыча, пиратство, строительство сооружений и прочее существует много где. Но лишь в рамках необходимого малого дополнения, а не масштабной системы. Для кого-то тематика космоса является неприятной средой, и ему нравится магия и стрелы. Но поверьте, в EVE Online не обязательно обращать на это внимание.
Я искренне надеюсь, что смог предоставить вам хотя бы малую часть той конкретики, ради которой вы запустили это видео. С вами был Трионий, приходите к нам в корпорацию, если вы новый игрок и если у вас есть голос. Мы с удовольствием поделимся с вами опытом. Пока.